Посреди пустыни в Аризоне, всего в нескольких километрах от жилых кварталов, ровными шеренгами стоят тысячи самолетов. И с высоты это похоже на застывшую армию, которую кто-то забыл распустить. Бомбардировщики, транспортники, истребители, заправщики, машины. Каждая из которых когда-то стоила как небольшой городской квартал. Их крылья и кабины закрашены белым, словно кто-то аккуратно запечатал их перед долгим сном. Со стороны это выглядит как самая дорогая свалка на планете. Но это не свалка. Здесь у каждого борта есть личный номер, папка с документами и, если угодно, приговор. И от того, какая цифра стоит в этой папке, зависит, взлетит машина снова или будет разобрана до последнего болта. А ведь речь не только о военных. Обычный пассажирский лайнер живет примерно 25 лет, и каждый год сотни таких бортов навсегда уходят с маршрутов. Куда девается эта гора алюминия, титана и электроники? Почему компании готовы платить огромные деньги за право разобрать чужой мертвый самолет? Досмотрите это видео до конца, потому что ближе к финалу вы узнаете самое неожиданное. Самолет, на котором вы полетите этим летом, почти наверняка несет в себе детали машины, которая когда-то стояла в пустыне и считалась списанной. Первое, что стоит выбросить из головы — картинку изношенной развалины, которая уже не может подняться в воздух. Подавляющее большинство списанных лайнеров в день своего последнего рейса летают абсолютно нормально, садятся мягко и выключают двигатели ровно так же, как делали это тысячи раз до этого. Их убивает не поломка, а арифметика. Возраст самолета инженеры считают вовсе не в годах, а в циклах, то есть в количестве взлетов и посадок. Каждый цикл — это надувание и сдувание фюзеляжа, который под давлением на высоте слегка раздувается, как воздушный шар, а на Земле возвращается в исходную форму. Металл такого не прощает. С годами в нем накапливается усталость, и конструктор изначально закладывает ресурс — определенное число циклов, после которого машину нельзя эксплуатировать без огромных вложений. Второй убийца — обслуживание. Раз в несколько лет лайнер уходит на тяжелую форму, так называемый D-чек. Его фактически разбирают, снимают обшивку, проверяют силовой набор, меняют изношенные узлы. Такая процедура длится неделями и обходится в миллионы долларов. И вот здесь владелец берет калькулятор. Если рыночная стоимость старого борта уже ниже, чем счет за его ремонт, дальнейшая судьба машины решена. Третья причина — топливо. Двигатели нового поколения экономичнее предыдущих на 15-20%, а керосин — крупнейшая статья расходов авиакомпании. Старый самолет может летать безупречно и при этом каждый месяц молча воровать у владельца деньги просто фактом своего существования. И, наконец, четвертая причина — рынок. Именно она отправила на стоянки почти новые А380. Гигантам просто не нашлось маршрутов, где их удавалось бы заполнять пассажирами. Некоторым из этих самолетов было около 10 лет. По авиационным меркам — подростковый возраст. Вернемся в Аризону, к тем самым белым рядам. Официально это место называется 309-я группа технического обслуживания и регенерации аэрокосмической техники, сокращенно ЭМЕРК. И находится она на военной базе Дэвис-Монтон, рядом с городом Тусон. Это крупнейшее хранилище авиационной техники на планете и держит здесь, по разным оценкам, около 3000 бортов. А суммарная стоимость всего, что стоит под открытым небом, измеряется десятками миллиардов долларов. Возникает логичный вопрос: почему именно пустыня, а не нормальный ангар с крышей и охраной? Ответ инженерный и, на удивление, приземленный. Главный враг любого металла — влага. В Тусоне относительная влажность держится в районе 10-20%. Дождей почти не бывает, и коррозия, которая на побережье съела бы обшивку за пару лет, здесь работает мучительно медленно. Самолет может простоять десятилетия, и его алюминий останется в приличном состоянии. Второй фактор — сама Земля. Грунт вокруг базы щелочной и невероятно плотный, спрессованный до состояния близкого к бетону. Это значит, что тяжелый бомбардировщик можно просто выкатить на голую площадку,
и его шасси не утонет в грязи, не просядет и не потребует километров дорогостоящего покрытия. Хранилище буквально построено на природном фундаменте. Третий фактор — высота. База расположена примерно на 800 метрах над уровнем моря. Воздух здесь сухой, а соленого морского тумана нет и в помине. Территория занимает порядка 10 квадратных километров. Это как несколько сотен футбольных полей, засеянных вместо травы боевыми машинами. И самое важное, что стоит понять прямо сейчас, ни один из этих самолетов не брошен. Каждый попал сюда по документу, каждый учтен, и у каждого есть четко прописанное будущее. Прежде чем машина займет свое место в шеренге, с ней проделывают процедуру, которую честнее всего назвать консервацией. Это не пара часов работы. Это полноценный технологический процесс. И от того, насколько аккуратно его выполнят, зависит, сможет ли борт когда-нибудь снова подняться в воздух. Начинают с топлива. Баки осушают, а затем систему промывают специальным легким маслом, которое оставляет на стенках тонкую защитную пленку. Топливо испаряется и оставляет после себя отложения, а масляная пленка не дает трубопроводам и насосам корродировать изнутри. Дальше снимают все, что может представлять опасность или интерес. Пиротехнику катапультных кресел, боеприпасы, секретную аппаратуру и оборудование, которое запрещено оставлять без охраны. Потом наступает очередь самой узнаваемой детали этого места — белой краски. Двигатели, стекла кабины и все уязвимые проемы покрывают виниловым составом, который наносят в 2 слоя. Первый слой черный. Он герметизирует поверхность и не пропускает внутрь пыль и влагу. Второй слой белый, и его задача — отражать солнце. Смысл здесь чисто физический. Аризонское солнце разогревает металл до температур, при которых резина твердеет и трескается, пластик желтеет, а уплотнители теряют эластичность. Белое покрытие сбивает нагрев внутри кабины на десятки градусов и превращает раскаленную духовку в сносно переносимое помещение. Получается парадокс. В пустыне самолет губит не ржавчина, которой почти нет, а свет и жара. Наконец, машину ставят на место, накрывают заглушками все отверстия, воздухозаборники, дренажи, трубки приемников воздушного давления и вносят в реестр. С этого момента она официально спит. Но спать все они будут по-разному. И вот здесь начинается самое интересное. Вот та самая папка с цифрой, о которой шла речь в самом начале. Каждый самолет, попадающий в Аризонское хранилище, получает код хранения, и этот код определяет всю его дальнейшую судьбу. Первая категория — 1000. Ее неофициально называют долгосрочным хранением. Это неприкосновенный запас. Машину консервируют по полной программе. С нее ничего не снимают, ее берегут. Такой борт теоретически может быть возвращен в строй, и именно поэтому за его состоянием следят особенно тщательно. Вторая категория — 2000, и звучит она гораздо мрачнее. Это донор органов. Самолет стоит в шеренге ровно до тех пор, пока его детали нужны действующим машинам того же типа. Сегодня с него снимут гидравлический насос. Через полгода — блок авионики. Через год — панель обшивки. Постепенно шеренга редеет, а от некоторых бортов остается только скелет. Третья категория — 3000. Временное хранение. Машину поставили на паузу. Ее продолжают обслуживать, регулярно проверяют, ничего с нее не снимают, потому что в ближайшем будущем она должна вернуться к работе. Четвертая категория — 4000. Это лишние самолеты, которым в системе места больше нет. Их продают союзникам, отправляют в переработку или превращают в мишени. И вот здесь надо сказать главное, что переворачивает все представление об этом месте. Пустыня — не финал. Каждый год отсюда действительно поднимаются машины, простоявшие годами. Самый известный случай — бомбардировщик Б-52 с бортовым именем Ghost Rider, то есть «призрачный гонщик». Он был выведен из эксплуатации, законсервирован и много лет простоял в шеренге. А затем его расконсервировали, восстановили и вернули в боевой состав. Самолет, официально считавшийся мертвым, снова взлетел. Теперь перейдем к деньгам.
потому что именно они управляют всей этой индустрией, и логика здесь настолько выворачивает сознание, что в нее сложно поверить с первого раза. Наступает момент, когда самолет в разобранном виде приносит владельцу больше, чем в летающем. Работает это так. Когда авиакомпания решает избавиться от возрастного лайнера, она редко продает его другому перевозчику. Покупателей на 30-летнюю машину почти нет. Вместо этого борт покупают специализированные компании, которые занимаются разборкой. И покупают они его не ради корпуса. Их интересует начинка. Самая ценная часть любого самолета — двигатели. Современный турбовентиляторный двигатель стоит миллионы долларов, а на широкофюзеляжном лайнере их 2 или 4. И в сумме они запросто могут стоить дороже, чем весь остальной планер вместе с крыльями, салоном и электроникой. Двигатель с достаточным остаточным ресурсом снимают, отправляют на сертифицированный ремонтный завод, проверяют, восстанавливают, и он снова уходит на крыло, но уже на другую машину. Дальше по ценности идут стойки шасси, вспомогательная силовая установка в хвосте, блоки авионики, гидравлические агрегаты, приводы закрылков, генераторы. Даже кресла, кухонные модули и панели салона находят покупателей. У этого рынка есть официальные названия — Used Serviceable Material, то есть бывшие в употреблении, пригодные к эксплуатации компоненты. И ключевое слово здесь — «пригодные». Каждая деталь, снятая с разобранного борта, проходит инспекцию, восстановление и получает документ, подтверждающий ее летную годность. Только после этого она имеет право снова оказаться в воздухе. Экономический смысл очевиден. Новая деталь завода стоит дорого, и ее нужно ждать месяцами, а иногда и годами, потому что производители перегружены заказами. Проверенная деталь с разобранного самолета стоит заметно дешевле и доступна сразу. Для авиакомпании, у которой борт стоит на земле и каждый час простоя сжигает деньги, это разница между катастрофой и рабочим днем. Именно поэтому старый лайнер, отправленный в пустыню, продолжает жить. Он больше не летает целиком, он летает по частям, разлетевшись десятками узлов по авиакомпаниям разных континентов. Аризонское хранилище — история военная, а вот у гражданской авиации есть собственная география смерти, и она подчиняется ровно тем же законам. Сухо, жарко, много ровной земли и никакого моря поблизости. В Соединенных Штатах Америки это Мохаве и Викторвилл в Калифорнии и Кингман в Аризоне. Площадки, где под открытым небом одновременно стоят сотни пассажирских лайнеров. В Европе главная точка — испанский Теруэль, аэропорт, построенный в засушливом регионе специально с расчетом на хранение и разборку самолетов. В южном полушарии свою нишу занял австралийский Алис Спрингс, расположенный в самом центре континента, вдали от влажного океанского воздуха. Обычно эти площадки живут ровным и предсказуемым ритмом. Борт прилетает, его разбирают, площадка освобождается. Но в 2020 году произошло то, чего индустрия не видела никогда. Пандемия остановила пассажирские перевозки почти мгновенно. Самолеты, которые еще вчера летали по плотному расписанию, оказались никому не нужны, и авиакомпании столкнулись с задачей, к которой никто не готовился. Куда физически поставить тысячи лайнеров? Хранилища заполнились за считанные недели. Самолеты начали парковать прямо на рулежных дорожках, на запасных взлетных полосах и на любых свободных бетонных площадках обычных аэропортов по всему миру. Появились кадры, где ряды пустых бортов растянулись на километры вдоль полос, а над ними не было ни одного взлетающего. И вот здесь выяснилось то, о чем обычный пассажир никогда не задумывается. Припарковать самолет — это не значит выключить двигатели и уйти. Стоящая машина требует постоянного ухода. Все отверстия закрывают заглушками, потому что птицы и насекомые с удивительным энтузиазмом заселяют воздухозаборники и трубки приемников воздушного давления. Те самые датчики, от которых зависит показание скорости в кабине. Грызуны обожают изоляцию проводки. Резиновые уплотнители сохнут, аккумуляторы разряжаются. Гидравлика требует прокачки. По оценкам специалистов,
Поддержание одного простаивающего лайнера в состоянии, пригодном к быстрому возвращению в строй, обходится в $1000 ежемесячно. Самолет, который не летает, все равно берет деньги. Просто молча. Есть один полет, о котором пассажиры не знают ничего, потому что пассажиров на нем нет. Это перегоночный рейс самолета на разборку. Его последний взлет. Салон к этому моменту обычно уже пустой или частично разукомплектованный. На борту только экипаж и минимум топлива. Ровно столько, чтобы дотянуть до площадки. Такой рейс часто выполняется по особому разрешению, потому что машина может не соответствовать всем требованиям для коммерческой эксплуатации. Пилоты, которые перегоняют такие борта, нередко рассказывают, что заходят на посадку с полным осознанием простого факта. Колеса этого самолета касаются бетона в последний раз. Дальше он покатится своим ходом на стоянку и больше никогда не сдвинется с места самостоятельно. А затем начинается то, что специалисты называют teardown — плановая разборка. И это совсем не то, что рисует воображение. Никто не подъезжает с ковшом и не бьет по фюзеляжу. Сначала машину моют и обесточивают. Сливают все жидкости, топливо, гидравлику, масло, воду, содержимое санитарных систем. Затем снимают то, что имеет наибольшую ценность и требует бережного обращения — двигатели, вспомогательную силовую установку, стойки шасси. Их аккуратно демонтируют кранами, упаковывают в специальные транспортные рамы и увозят на ремонтные заводы. Дальше идет этап, который занимает основную часть времени — снятие компонентов изнутри. Из самолета извлекают блоки авионики, электронику, приводы, насосы, клапаны, датчики. Каждый снятый узел маркируется, фотографируется, вносится в базу и получает свою историю. С какого борта, какая наработка, в каком состоянии. С одного крупного лайнера так снимают тысячи позиций, и эта работа растягивается на недели. И только когда из машины вынуто все, что может еще послужить, остается то, ради чего сюда обычно и приезжают фотографы. Голый алюминиевый корпус с пустыми глазницами иллюминаторов, стоящий посреди площадки. Он все еще похож на самолет, но самолета внутри уже нет. Остается корпус. И вот здесь начинается самая неожиданная часть истории, потому что даже пустая алюминиевая оболочка — это не мусор, а сырье. Современный самолет при грамотной разборке перерабатывается очень глубоко. По оценкам отраслевых организаций, восстановить и вернуть в оборот удается порядка 80-90% его массы. Алюминиевые сплавы обшивки идут в переплавку и возвращаются в промышленность в виде нового металла. Отдельной строкой стоят титан, медь и редкие сплавы из горячих зон двигателей. Их выбирают особенно тщательно, потому что стоят они дорого. Композитные материалы, из которых все активнее делают крылья и фюзеляжи новых поколений, перерабатывать намного сложнее. И это одна из главных головных болей индустрии на ближайшие годы. Но часть бортов уходит из жизни куда эффектнее. Некоторые списанные истребители превращают в радиоуправляемые мишени. Их дистанционно поднимают в воздух и используют на учениях как реальную летящую цель. Другие самолеты становятся декорациями и реквизитом. Их фюзеляжи можно увидеть в кино, в рекламных съемках и на тренировочных площадках спасательных служб, где пожарные и медики отрабатывают эвакуацию людей. Есть и совсем экзотические финалы. Отдельные машины превращали в кафе, гостиничные номера и даже в жилье. Самый известный пример — американец Брюс Кэмпбелл, который купил списанный Boeing 727, установил его в лесу в штате Орегон и превратил в собственный дом, где живет много лет. В фюзеляже проведена вода, электричество, а кабина пилотов сохранена почти нетронутой. Часть корпусов уходит под воду. Очищенные от всех вредных веществ самолеты затапливают, создавая искусственные рифы, на которых со временем селится морская жизнь, а дайверы получают возможность нырять к настоящему лайнеру. И есть деталь, о которой почти никто не знает. В ряде старых широкофюзеляжных самолетов в качестве балансировочных грузов применялся обедненный уран. Металл выбрали за исключительную плотность. При разборке такие грузы изымают и утилизируют отдельно, по особым правилам.
Так куда же исчезают тысячи списанных самолетов? Правильный ответ — они никуда не исчезают. То, что издалека выглядит как кладбище, на самом деле огромный распределительный узел. Один борт заканчивает свою жизнь целой машиной и тут же начинает новую в виде двигателя на чужом крыле, стойки шасси, блока авионики, тонны переплавленного алюминия или дома посреди леса. Самолет не умирает, он разбирается на десятки историй и разлетается по всему миру. И помните, с чего мы начали? Тот самолет, на котором вы полетите этим летом, с очень высокой вероятностью несет в себе деталь, снятую с машины, которая когда-то стояла под белой краской в раскаленной пустыне. Вы сядете в кресло и даже не узнаете, что часть вашего рейса когда-то уже считалась списанной. А как вам такая идея? Купить старый лайнер и превратить его в дом? Напишите в комментариях, согласились бы вы в нем жить. Поставьте лайк, если было интересно. Поделитесь этим видео с друзьями и родными и подпишитесь на «Скрытый горизонт». Впереди еще много историй, которые скрыты у всех на виду.